когда мы с ним познакомились в первое время, он, естественно, рассказывал, и нас тоже вот тянул к этой проблеме вот, космоса, космических, значит, всяких программ, чтобы мы тоже активно участвовали. Ему хотелось, очень хотелось, чтобы азербайджанцы не оставались в стороне, как раньше и Азербайджан являлся одним из участников строительства и развития космоса в Баку. Я только знаю 5 заводов, которые работали на космос, производили разные детали, агрегаты, узлы по электронике. И я думаю, что и наш вклад тоже есть. Я думаю, что Керим Алиевич знал это прекрасно, лучше нас, что какое участие принимают азербайджанцы в рамках Советского Союза. Великое счастье быть счастливым человеком. Я себя отношу к числу счастливых людей, потому что в свое время совсем молодым офицером, будучи еще уполномоченным, вот есть подмосковная Болышево, а там есть микрорайон Горки. А на Горках есть улица Ленина, где в свое время мы не посмели знать, но в порядке режима вопрос контролировался так. В скромном домике жил, значит, в летнее время приезжал Керим Алиевич. Керимов так. А чуть-чуть рядом, там есть улица Сафонова, дом 3, там жил покойный мой дядя, жил. Это рабочий человек, который после войны строил подмосковный город Калининград-Королев, которому я еще в 70-е годы приехал 17-летним. Но я хотел сказать не о себе. Я сегодня хотел сказать о том, что на той территории, где я обслуживал, там жили маршал Советского Союза, бывший начальник главпура в годы Великой Отечественной войны, маршал Голиков Филипп Иванович. Был маршал бронетанковых войск Полубояров Павел Павлович. Был генерал армии Дагаев. Но все их видели, знали. Но кто не знал о том, что генерал Керимов Керим Алиевич – это человек, который в своей деятельности вокруг себя консолидировал всю научную, все руководящий состав страны, который занимался в области ракетно-космической отрасли, ракетно-космической деятельности. И я хотел сказать о том, что какой же я счастливый человек, что последние 4 года я являюсь заместителем генерального директора Центрального научно-исследовательского института машиностроения, где последние годы своей жизни работал Керим Алиевич. И я хочу сказать сегодня с большим удовольствием, что каждый азербайджанец может гордиться, что есть у нас вот такой человек, Керимов Керим Алиевич, в нашей памяти, в нашей душе, в нашем сознании, в нашем понимании. Керим Алиевич выделялся среди этого. Он не только был выдающийся военный, потому что он был военным человеком. Он занимался такими вопросами, которые открывали новое для мира. Этот человек был выдающимся интеллигентом. Уверяю вас, что не каждого человека можно назвать интеллигентом, но он был высочайшего уровня интеллигент. И, конечно, когда я ближе познакомился, а потом увидел его книгу, познакомился с его прекрасной дочкой, их семьей, я понял, что это
в крови этих людей, интеллигентность. Когда читали эту книгу, которую он написал, понимаешь, что этот человек участвовал в открытии для мира. Он был руководителем первого в мире метеорологического спутника. Он руководил работами первого в мире военно-разведывательного спутника. То есть этот человек, вот если сейчас мы с высоты сегодняшнего дня посмотрим, 25 лет руководил уникальнейшим, организацией, скажем, уникальнейшей, это ракетно-космическая система, которая занималась пилотируемыми полетами. Он 25 лет, вот его не стало. С 91 года по сегодняшний день на этой должности сменилось уже, вот сейчас мы смотрели, 4 или 5 человек. А он 25 лет был во главе того, что каждый пуск, каждое действие было новое, совершенно новый шаг в развитии науки во всем мире. И, конечно, мы гордимся тем, что это наш земляк, что это человек оставил после себя потрясающую память. И я очень надеюсь, что наше молодое поколение, я думаю, дети наши узнают, что у нас был такая гордость, и что этот человек останется в памяти на многие-многие годы. Отношение азербайджанцев к нему всегда его очень согревало. Он с большим действительно удовольствием ходил в школу, он участвовал во всех мероприятиях, потому что ему было очень приятно. Это его, он сам-то долго не был в Азербайджане, жил все время в Москве, а тут вдруг такое внимание своих земляков. Ему это очень помогало жить, и он был очень доволен. Так что большое всем спасибо за это внимание к нему.